Здравствуйте, друзья! Вы на канале Georgia Private Investment. Меня зовут Галина Дмитриева, и сегодня мы поговорим с вами об одном интересном проекте в Тбилиси. Это проект «Испанский квартал» от компании Eld Building. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как можно получать доходы не только от гостиничного номера, но и от всей инфраструктуры отеля. Как всегда, мы начинаем разбор любого объекта с фасада, во-первых, да, давайте обратимся к презентации проекта. Очень красивые рендеры на самом деле, привлекают внимание, цепляют глаз. Компания Eld Building наши давние партнеры, мы работаем с ними много лет. В принципе, это одна из первых компаний, с которой мы вообще начали сотрудничество. Буквально первые сделки много лет назад, когда я приехала в Грузию, у меня начинались именно с ними. На сегодняшний день это грандиозная компания, это большой холдинг, в котором строится большое количество объектов, в частности в Батуми. И, конечно же, мне приятно представить их новый проект в Тбилиси. Итак, на самом деле архитектурно проект «Испанский квартал» несколько напоминает стиль, который компания использует в своих батумских проектах. Фасад этого проекта напоминает объект Marina Club в Батуми. В общем-то, стиль исполнения мне очень нравится. И, кстати говоря, у нас на канале скоро выйдет разбор Элт-квартала в Батуми, поэтому не пропустите, подпишитесь, вам будет очень интересно. Архитектурно эти два здания абсолютно идентичны между собой. Единственное, у них различаются планировки, но к ним мы еще обязательно вернемся. И, конечно же, у них отличается концепция. Корпус А в этом проекте отельный, апартаменты и отель. И отель здесь очень интересный. Это международный бренд Барсела, который заходит на управление с 1 по 12 этаж. И здесь, кстати говоря, тоже можно купить гостиничный номер, об этом тоже поговорим чуть позже. И корпус Б — это жилой корпус, в котором вы можете жить без ограничений, ремонтировать сами и, в принципе, тоже пользоваться с некоторыми преференциями и бонусами общей инфраструктуры комплекса. Ну а теперь давайте обратимся к локации проекта. Это очень интересно и важно здесь. Значит, проект расположен в районе Исани, недалеко от метро. И давайте обратимся к карте, чтобы посмотреть на его окружение. Метро Исани где находится? На самом деле очень близко к старому городу. Вот здесь на карте можно обратить внимание. Метро Площадь Свободы, метро Руставели, все здесь рядом. И на другой стороне реки мы двигаемся дальше по линии метрополитена. Станция метро Авлабари, станция метро 300 Арагвели и как раз-таки станция метро Исани. Что я могу рассказать про этот район? На самом деле наше проживание в Грузии в целом начиналось с этого района. В тот момент, когда мы в первые буквально месяцы переехали в столицу и решили посмотреть вообще, как выглядит столичная жизнь, мы как раз-таки жили по этой станции метро недалеко, к слову, от проекта «Испанский квартал». 6 лет назад, когда мы проживали в этом районе, как раз-таки первая застройка здесь началась. Сюда пришли первые крупные застройщики. Я не буду называть их имена, потому что не о них сейчас речь. Итак, этот квартал начал свое развитие только как раз в тот период, и надо сказать, что за 6 лет здесь произошли колоссальные перемены. На сегодняшний день он очень активно развивается, застраивается, здесь прекрасные комплексы появляются, и, конечно же, он обрастает инфраструктурой. Надо сказать, и 6 лет назад здесь тоже было все для жизни комфортно устроено. Кроме вот этой близости к старому городу, здесь еще и богатая инфраструктура для жизни, магазины, аптеки, детские сады, отделения банков. Ну, в общем, все, что хотите. И, конечно, транспортная доступность просто колоссальная, учитывая, что это жизнь по линии метро, то есть вы буквально в течение 15 минут можете оказаться в центре и из старого города пересесть на другую ветку метро для того, чтобы попасть вообще в другой конец города. Так что с транспортной доступностью все отлично. Естественно, здесь полно остановок автотранспорта, маршрутные такси, ну и, в общем-то, сами такси. Естественно, работает сюда доставка, то есть об этом даже говорить не приходится. Все здесь отлично организовано. Друзья, в ближайшее время мы будем записывать большой разбор о районе по станции метро Исани. Вам будет очень интересно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Возвращаемся обратно к презентации. Я думаю, что есть смысл подробнее поговорить о бренде Барсела, который заходит в первый корпус, вообще что это такое и зачем он здесь нужен. На самом деле, те, кто покупал недвижимость в Батуми, в принципе, с этой концепцией уже знакомы, уже понимают, для чего нужен отельный бренд, что он собой несет. Но все-таки я расскажу несколько подробнее. Этот бренд заходит как раз в управление с 1 по 12 этаж, на самом деле как гостиница. И что важно, здесь можно купить гостиничный номер. То есть это, например, отличает концепцию батумских апарт-отелей от этого проекта. По практике в Батуми можно купить в таком корпусе только апартаменты,
выше гостиницы. А здесь как раз-таки можно стать совладельцем бизнеса, соучастником, акционером, да, вот, ну, в некоторой форме, то есть купить фактически гостиничный бизнес для себя. По факту, когда мы говорим о покупке гостиничного номера в этом проекте, кроме того, что речь идет о котловом методе распределения доходов, что крайне редкая ситуация и крайне комфортная ситуация для покупателей. То есть даже если ваш номер там плохо сдавался, вы тем не менее участвуете в распределении общих доходов. А еще что важно, у вас будет возможность получать доходы от всей инфраструктуры. То есть работает ресторан, работает спа-центр, работают там какие-то еще дополнительные объекты, не знаю, там фитнес-центр, да, еще какие-то плюшки, бассейны и прочее, прочее. Вот все, что платно, доходы от вот этой платной инфраструктуры в том числе распространяются на владельцев гостиничных номеров. К апартаментам распределение доходов от инфраструктуры не относится, но, естественно, они тоже сдаются, и смысл в них, в общем-то, тоже в доходе. То есть, если вы хотите участвовать в распределении не только доходов от сдачи в аренду, но и от инфраструктуры, тогда, конечно, есть смысл приобрести гостиничный номер и увеличить себе в этом смысле доходы. Если вы хотите еще иногда пользоваться своими апартаментами и распоряжаться ими самостоятельно, без договора управления обязательного, то есть, в принципе, гостиничный номер вас обязывает заключить договор и заниматься, ну, ничем, вернее говоря, не заниматься, только получать свои доходы, то апартаменты вы можете уже использовать, у вас уже есть вариативность, вы можете их продать, перепродать, там какие-то еще моменты, да, управлять ими самостоятельно, отдать их в частные руки в управление. Но гостиницу вы не сможете уже так, вот так легко ей распоряжаться. Все, в гостиничном номере у вас контракт на много лет, и вы, в общем-то, им некоторым образом стеснены, но с другой стороны, это тоже некая гарантия, что ваш гостиничный номер в надежных руках. Там, естественно, туда включается и страховка, и какой-то мелкий ремонт. Ну, и, надо сказать, и не только мелкий, и управление, и ну, в общем-то, все-все-все нюансы, которые обычно сопровождают отельный бизнес. Вы ни за что там дополнительно не платите, не отвечаете, только получаете свой доход. Итак, еще раз. Котловой метод распределения доходов 80/20. Это очень важно, потому что, в принципе, сама ставка тоже очень комфортная, приятная. Это не 30/70, не 40/60, то есть 80% после вычета расходов вы получаете на руки. Я не буду дополнительно останавливаться на параметрах оплаты и обслуживания и других нюансов. Если вам интересно, напишите нам в комментарии, оставьте запросы, мы более детальную информацию дадим вам уже в личном общении. Комплекс расположен на территории в 9000 квадратных метров. Это довольно много. Корпусы не слишком близко друг к другу расположены, то есть нет такого, что вы там через балкон перешагиваете к соседу. При этом, естественно, предусмотрено озеленение, благоустройство общей территории, ну и богатая инфраструктура в корпусе А, которая, в общем-то, содержит в себе стандартные опции. Это рестораны, это спа-центр, это подземный паркинг, лобби отеля и прочие приятные вещи. Ну и, конечно же, скидки для жителей комплекса во всей этой инфраструктуре предусмотрены. Итак, давайте перейдем к планировкам, да. С 1 по 12 этаж располагается гостиница под управлением отельного бренда «Барсела». И с 13 по 22 этаж апартаменты гостиничного типа. В блоке Б, блок Б — это квартирный блок. Вот это отличает его от блока А. То есть покупайте, объединяйте, живите сами, хотите — сдавайте, хотите — закажите ремонт у застройщика, хотите — отремонтируйте по своему усмотрению. То есть там полная свобода действий. Налоги, коммунальные платежи, плата за обслуживание — все по стандарту жилого дома. То есть там другая тарифная политика относительно вот этих всех затрат. Теперь давайте посмотрим планировки. Корпус А и Б, в принципе, одинаковые по конфигурации, но их отличает планировка внутренняя, план этажей. В блоке А можно приобрести студию от 30 квадратных метров до больших апартаментов 77 квадратов. Но есть нюанс. На сегодняшний день студий в продаже уже нет. Естественно, они расходятся первыми, но это не значит, что вам нечего здесь приобрести. Есть интересные варианты, которые мы, кстати говоря, буквально на днях, несколько дней назад у нас была сделка. Мы продали 3 апартамента одному покупателю. Мы нашли отличные квартиры 1+1 с очень приятной, комфортной планировкой. Вот такие варианты мы тоже можем еще для вас поискать. В блоке Б квартирография
несколько иная. Она уже подразумевает расположение комнат все-таки для жизни. То есть там нет уже совсем таких маленьких квартир, ну, скажем так, коридорного, да, отельного формата. То есть здесь уже более квадратные планировки. Конечно, я от себя что могу добавить, что здесь в обоих корпусах есть нюансы с балконами. Они здесь довольно большие по площади. Но в целом люди, которые покупают здесь квартиры, они понимают, что наслаждаться видовыми характеристиками тоже захочется. Они, кстати, очень комфортные на любой стороне. То есть, в принципе, с одной стороны открывается вид на город, на Мтацминду, вот на весь старый Тбилиси. Ну, а с другой стороны, соответственно, тоже городская инфраструктура. То есть очень все красиво, зелено. Кстати, есть вообще очень оригинальные угловые планировки. Они такие скругленные, да, вот я сейчас показываю их на слайде. Как правило, они пугают покупателей. То есть кажется, что зачем вообще такая конфигурация, она очень странная с точки зрения там, ремонта, с точки зрения расположения комнат. Но я могу сказать, что вот если мы говорим особенно про гостиничные номера и вообще про сдачу в аренду, то по большому счету конфигурация внутри квартиры не имеет никакого значения. Потому что люди, которые приезжают отдыхать и почувствовать себя там, да, каким-то гостем в отеле, по факту, может быть, даже наоборот, интереснее заехать в необычный номер, в котором что-то такое оригинальное реализовано, потому что к стандартным планировкам мы привыкли и дома, да, мы можем жить в квадратном номере, там, вернее говоря, в квадратной квартире у себя дома, да, а здесь вот даже хочется некоторый такой необычный вариант попробовать. Ну вот, в общем-то, как раз-таки вот этот вариант круглый, полукруглый, о котором я только что говорила, он действительно выглядит на уже рендере в исполнении очень оригинально. Такой большой балкон овальный, скругленный, да, какой-то, вот не знаю даже, как правильно выразиться. Все здесь зелено, все очень симпатично, необычная по форме гостиная зона, которая тоже вот такую оригинальную конфигурацию имеет. Там кухня, естественно, вписана в обязательном порядке, спальня, ванная комната, тут же сделаны входная группа с зоной хранения, шкаф, да, который вот в том числе ниша, она из спальни повторяется и в коридор выходит. Ну, то есть в целом, на мой вкус, все очень оригинально, стильно, приятная цветовая гамма, как раз-таки по стандартам, да, предлагаемым Барсело. Все очень здорово. Студия, вот, пожалуйста, студия. Здесь тоже видно, вписана кухня, еще отделена зона кухни такой прозрачной конструкцией. Тоже отличное решение, на мой взгляд. Ну и, конечно, мы здесь речь ведем про апартаменты. То есть именно в апартаментах возможна кухня. В гостиничном номере, конечно, кухни нет. Ну да, по факту в блоке Б на этаже вообще всего одна студия, потому что остальные квартиры, даже небольшой площади, они там разделены все-таки на 1+1. А в основном здесь квартиры, ну там вот 56 квадратных метров, 57 и большие варианты, если вы хотите квартиру побольше площади, 93 квадратных метра, либо 91, но тоже понятно, что там есть угловые балконы. И, естественно, варианты доступны для объединения. То есть если вы хотите вообще себе там вот этот вариант, например, мне очень нравится, с торца что-то можно здесь объединить и получить такую большую квартиру на обе стороны, либо с этого торца. Ну, в общем, тут уже на ваше усмотрение. Это квартира для жизни. Еще раз повторяю, вы можете здесь любые свои идеи воплощать. Если вы хотите более детально, самостоятельно почитать информацию о проекте, посмотреть планировки, изучить план этажа, то ссылочка будет где-то вот здесь. Слева от меня, да, где-то вот здесь будет ссылочка. Вы можете перейти на наш сайт и посмотреть все своими глазами. Цены. Значит, если мы говорим про гостиничный номер, здесь, конечно же, цена за квадратный метр несколько выше. Это 2 900 за квадратный метр под ключ полностью, целиком. Вы получаете готовый апартамент, готовый гостиничный номер за эту цену. Я не знаю, может быть, кого-то тоже сейчас эти цифры будут удивлять, но по большому счету рынок уже весь из этих стоимостей состоит. То есть, не знаю, дешевле, если вам предлагают дешевле, то возникает большой вопрос по качеству, да, то есть есть смысл задуматься, где подвох.
что там такое будет не так, что вы в итоге переплатите дважды. Вот уже на личном опыте мы здесь убеждались, там, в работе с нашими клиентами. Если покупают что-то по низу рынка, а потом миллион вылазит подводных камней. Да, студии здесь были, да, были там как раз по 87, по 90 тысяч. Ну, в принципе, давайте так. Я думаю, что мы можем для вас что-то поискать уникальное, учитывая там наши взаимоотношения многолетние с застройщиком, возможно, какие-то заначки там все-таки есть, и, возможно, мы сможем вам что-то предложить. Это, кстати говоря, к вопросу о том, почему надо работать с нами по любому проекту. Если вы вдруг захотели туда попасть самостоятельно, ваше право. Но имейте в виду, что долгосрочные отношения, особенно на грузинском рынке, все-таки определенные преференции дают. И мы с удовольствием этими преференциями делимся с нашими клиентами. Апартаменты от $2190, но, пожалуйста, спешите, торопитесь по этой стоимости, по этим ценам купить, они не вечные. Ну, апарты, да, апарты вообще практически все раскуплено, особенно в блоке Б. Там просто все красное. То есть, смотрите, по блоку Б, если вы хотите купить апартамент, квартиру, да, фактически, давайте так, чтобы различать, без управления, без ремонта, то вам тем более есть смысл обратиться к нам, потому что мы для вас найдем переуступку, какую-то ситуацию от инвестора, который готов выйти из проекта. Мгм. Квартиры по ценам вообще недорогие. Ну, правда, 1300, вот. 1350 квартиру в белом каркасе в Тбилиси, на мой взгляд, крайне привлекательная цена, особенно учитывая район. Вообще, вот по факту действительно нужно смотреть не только на комплекс, не только на конкретный проект, репутацию застройщика и прочее, но здесь, вот конкретно здесь, в этом кейсе, большое значение имеет локация, потому что мы сейчас очень активно наших там покупателей, инвесторов как раз-таки привлекаем и часто об этом говорим, о том, что важно сейчас обращать внимание на районы, которые развиваются. Вот у вас сегодня есть возможность купить здесь по 1350, уже через полгода у вас такого шанса не будет, потому что один за другим там заходят крупные застройщики, один за другим сдаются новые и новые проекты, богатеет инфраструктура, и поэтому, естественно, будут цены расти, и я вижу там огромный потенциал. Вот именно здесь, на Исане, есть еще пара районов, которые тоже мне очень нравятся, которые только сейчас набирают темп по развитию. Поэтому торопитесь, друзья, спешите. Это не какой-то простой там лозунг, как у любого агентства недвижимости они есть. Действительно, я вас призываю не как агент, не как риэлтор, не как компания, а просто по-человечески не упустите свой шанс. Обращайтесь к нам по контактам в описании к этому видео, мы обязательно расскажем вам подробнее о проекте «Испанский квартал» и о других комплексах в столице. А если вы еще не определились, что вам больше подходит, новостройка или вторичка, то обязательно скачайте наш гайд, после прочтения которого вы сможете понять плюсы и минусы обоих этих вариантов и точнее определить свои цели и задачи. Ссылка на гайд в описании. И, конечно, я призываю вас подписаться на все наши каналы, на канал в YouTube, на канал в Telegram. Кстати говоря, еще подпишитесь обязательно на нашу витрину по столичным объектам и проектам. Ссылка также будет в описании. Рекомендуйте нас друзьям и увидимся в Тбилиси. Адрес улица Ричел... Я не могу это выговорить даже. Поназвали, в общем. Ричарда Холбрука, 12, Тбилиси, если вы еще не поняли. Адрес улица Ричарда Холл. Я сдаюсь. Позвольте узнать, кто был такой Ричард? Ой, я даже не хочу ничего знать о нем, учитывая вот это вот. И пароход, да. Улица Ричарда Холбрука. Мгм. Адрес улиц... Все, я не могу больше. То есть я сейчас в каждом слове буду спотыкаться, да? 1 апреля перенесено. А, теперь я прическу сломала, да?